Вот такой вот смарт-бокс ATOTO. Это моделька CB6AABK. Ну, как-то так вот. Видите, здесь вот, покажи, пожалуйста, их. Смотрите, это очень крутая вещь для проводного Android Auto и CarPlay, который делает из него настоящий, не знаю, планшетный компьютер для вашего автомобиля. Снимать его сегодня будем вот на вот таком вот Ниссане. Вот покажи, пожалуйста. У нас здесь есть поддержка Android Auto и CarPlay, и есть вот интерфейс подключения. То есть либо такой, нам, честно говоря, все равно какой использовать. Будем сейчас его, давайте распакуем. Ну, вернее, знаете как? Мы сейчас с вами, наверное, перейдем, посмотрим, сколько он стоит, а потом распакуем и будем с вами его тестировать. В общем-то, на канале Технозон вот такой вот CarPlay Smart Box. Поехали! А купил я его по случаю в Европе. Находясь в Германии, он мне понадобился, я зашел и по отзывам выбрал именно вот этот вот CB6 с GPS-трекингом, с беспроводным Android Auto и CarPlay, и еще и с миррорингом моего смартфона. И стоит он на фирменном сайте 231 евро. То есть вообще можно, в принципе, на atotodirect.com заказывать не только в Германию, еще можно заказывать в любую там страну, допустим, Евросоюза. Да, здесь и Австралия, Финляндия, Польша и даже в США. Ничего себе. То есть можно заказать практически в любую страну. Также его можно заказать на Amazon.de. Тут он стоит даже немножечко дешевле, 219,99. Но давайте посмотрим, что нам заявляет сам производитель. То, что у нас здесь, видите, есть GPS, это понятно. Беспроводной CarPlay Android Auto, это тоже понятно. И основная фишка этого CB6 это конкретно то, что в нем есть чат-бот GPT, который построен на базе GPT. То есть фактически зажав кнопку на руле, либо там использовав кнопку в самом устройстве, вы можете общаться с GPT и, допустим, задавать ему различные вопросы, давать ему задание открыть приложение, давать ему задание там проложить куда-то маршрут, включить какой-то там, допустим, трек и все остальное. То есть он это делает на уровне, скажем так, нейросетей. Поддержка 4G карточек, микросим, именно микросим карточки, также поддержка 5 ГГц 2.4, есть Bluetooth и, конечно же, есть поддержка microSD карты до 256 гигабайт. Видите, максимальная 256 гигабайт. Это значит, что туда вы можете записать дополнительный какой-то контент. Есть еще даже версия 8 на 128, потому что это 4 на 64. Ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. В принципе, на всех продавцов, которых мы нашли. И также на Amazon.de мы тоже разместили в описании под видео. Можно выбрать, вот есть 8 на 128, есть 4 на 64. И цена у него, смотрите, тоже, в принципе, здесь все то же самое. То есть это все тот же самый производитель, все тот же самый первичный, первоисточник, скажем так. Поэтому ссылки в описании под видео. Мы с вами поехали тестировать его дальше. Итак, смотрите, вот такая вот коробочка, в принципе, тут ничего интересного нет. Есть юзер-мануал у нас по QR-коду. И поехали открывать. Оп, смотрите. Выглядит, сразу бросается в глаза богатый набор вот этих вот USB-шек. Это USB с удлинителем, видите, и с дополнительным USB здесь. То есть мы можем сюда включить дополнительные устройства какие-то. И смотрите, сколько разных моментов. Есть переходник Type-C на USB простой. Есть USB на Type-C. Есть Type-C на Type-C. То есть подключать мы его можем сколько угодно вариантов именно для него. То есть у нас есть варианты подключения. Теперь сам по себе ATOTO. Давайте его вскроем. Все-таки здесь нормальную конфигурацию обещали. А как его вскрыть вообще? Вот это вот меня интересует. Так, вскрываем. Есть. Блин, пока вскроешь, уже и тестировать его не захочется. Так, очень напоминает мне одно старое устройство, которое я тестировал. Смотрите, у нас здесь есть разъем для TF-карточки. Есть у нас разъем для SIM-карточки. Видите? Type-C подключение и два индикатора. Давайте мы сейчас сюда сразу будем вставлять SIM-карточку. Вот это мы откладываем пока. Смотрим, что у нас еще в комплекте. Опа!
Ну, здесь у нас подарочная карточка от Club есть на 100 мегабайт триальный план. То есть, ну, в принципе, знаете, как подключить чисто для пользования в Европе достаточно интересно. App Store для пополнения. Там даже, ну, давай вскроем, посмотрим, что у нас тут есть. Да? Хотя карточку я могу любую вставить, в принципе-то любую. Ой, ну слушай, ну прям интересно. Карточка, карточка. Ладно. Карточка, мы потом будем с ней разбираться. А здесь есть еще инструкция. Ну, в принципе, то, что нам уже не надо. Нам теперь нужно сим-карту простую туда вставить. Так, вставляем сим-карту в это действие каким-то образом. И засовываем в наш атот. Есть. Ну что, первичное подключение пробуем. Давайте включим. Так, Type-C на Type-A и будем смотреть, что у нас из этого выйдет. Воткнули. Воткнули. Первичный старт. Мы видим, у нас загорелись огонечки. Сейчас будем ждать, что у нас получится. Воу, смотрите, какой цвет загорелся. То есть у нас здесь есть с вами такой прикольный цвет. Так, да, хочу использовать CarPlay с этим девайсом. Итак, у нас стартанула надпись Android, потому что, ну, по факту это Android планшет, конечно же, или Android TV Box, и видим вот такой вот приветственный экран. Сейчас ждем, пока он стартанет. У нас 4G сразу появился, поддержка карточки, да, у нас завелась карта. Сейчас мы проверим, как работают спутники, все заводится. Давайте, что у нас тут по карте. Так, давайте пропускаем стартовое окошко. Он просит все, отлично. Отлично, давай, мы все вот здесь вот такие вот красивые. Теперь по спутникам проверочка. Все, спутники мы видим, отлично, по разным каналам. И поехали изучать, что же это за штука-то такая. Смотрите, у нас здесь есть, можно перейти в систему машины, можно вернуться в Apple CarPlay. Работает он через интерфейс Apple CarPlay. Есть YouTube, давайте сразу YouTube проверять, раз уж такое дело у нас интересное. Ну, давайте найдем наш канал Технозон. Вот, они все есть, все отлично. Смотри, как красиво, да? Все работает. О, смотрите. Все, топчик вообще, а? Отлично работает это все дело. Так, по YouTube отлично. Смотрите, как быстро это все работает и даже не тормозит. Вот у нас есть навигационная панелька, то есть она у нас в центре экрана. Можно вызывать последние приложения, их закрывать. Смотрите, вот можно нажимать на домик. У нас есть голосовой поиск, очистка памяти. Смотрите. И, в принципе, вот все достаточно стандартно. Теперь смотрите, что у нас есть еще. YouTube Music, YouTube простой, Google Chrome есть, Bluetooth Lock. У нас есть Bluetooth звоночки. Мы сейчас попробуем разные моменты. Есть Explorer и Waze. Есть даже TikTok. Да ладно, слушай, TikTok можно смотреть. Тоня, ты в машине давно смотрела TikTok? Опа, и у нас тикточек показывает. Но мы тише сделаем, чтобы не было претензий правообладателей. Смотрите, все отлично работает. Прикольно. Давайте остановим, выйдем. Что у нас есть еще? Есть SpeedPlay. Что такое SpeedPlay? Это беспроводной Android Auto и CarPlay. Давайте мы с вами подключимся к нему. Вот он, CB6655EA. И теперь смотрите на экранчик. Смотрите, вуаля, у нас будет с вами беспроводной Android Auto. Просто-напросто, смотрите. Все. У нас беспроводной Android Auto в нашем смартфоне, в нашем автомобиле. Это прям вот невероятно круто. Вот я вам серьезно говорю. Это просто невероятно круто. Давайте попробуем воспроизведение каких-то песен. Давайте попробуем, будет ли он... Привет,
О, есть, он звук транслирует на наш Android Auto, при этом у вас будет работать все вот стандартно. Мы видим, да, что у нас работает отлично навигация, ничего не тормозит, ничего не фризит, и мы можем спокойно этим делом пользоваться. Хочется проверить, смотрите, как у нас выходит теперь главное меню. Смотрите, у нас раз, вот здесь вот появился планшетный, скажем так, компьютер. Так, апдейт. Он просит заапдейтить Google Play сервисы. Давайте пойдем посмотрим апдейты. Можем апдейтнуть все. И пока оно апдейтится, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Bluetooth Phone. То есть мы можем использовать, допустим, OnePlus 13, именно воспроизведение Bluetooth музыки, либо просто-напросто звонки. Есть простой телефон, когда вот этой вот карточкой, которая здесь вставлена, мы можем звонить. То есть у нас здесь есть возможность звонить и есть возможность использовать, допустим, смартфоны, да, через Bluetooth и использовать звонки со смартфонов, как мы видим, да, сейчас. То есть мы можем с вами вот таким вот образом это все дело делать. При том, что давайте проверим интеграцию нашего Android Auto. Ну давай сюда показывай сейчас. Есть интеграция Android Auto, есть. Прикол, смотрите, то, что у нас есть интеграция с кнопками, вот сюда показывай, смотрите, то есть у нас есть интеграция с кнопками, это все понятно. Давайте проверим сейчас интеграцию, например, с музыкальными сервисами, да, ну, например, YouTube Music. Так, пробуем мою песню и сразу пробуем интеграцию. Ну смотри, давай сюда. То есть у нас громкость работает. Ну давай вот так вот как-то шире сделай угол, чтобы было видно, что оно регулирует. Да. И пробуем переключать. Да, переключает. То есть у нас есть полная интеграция на руле. Как бы с этим вообще отлично. То есть мы можем смотреть песню, сможем использовать различные приложения по типу Google Music. С этим все отлично. Теперь хочется посмотреть некоторые моменты по типу, знаете чего? По типу... здесь есть screen mirroring. Но это при подключении... Да ладно, слушайте. Здесь можно брать и скринить ваш смартфон. Вот это вот прикол. Вот это вот прикол, а. Смотрите. Мы можем с вами делать, смотрите. Вот это классная тема. Оп, вы поняли? И у нас есть просто-напросто экран. Мы можем свой смартфон делать просто-напросто, ну, если вы перевернете, допустим, его, то, скорее всего, отработает вот таким вот образом. Видите? То есть, вот это я не ожидал вообще, если честно. Так, ладно, с этим отлично. Хочу посмотреть чуть-чуть по поддерживаемым языкам и настройкам. Давайте посмотрим шторки. Шторка есть, все хорошо. Идем в настройки. По языкам. Английский, французский, немецкий, испанский, русский, итальянский, португальский. Какой хотите, в принципе. Сейчас найду еще свой язык украинский. Так, и украинский в том числе. То есть для того, чтобы переключить, вам достаточно просто перетянуть по приоритету язык вверх. Давайте перетянем наши языки. То есть вот таким вот образом это работает. Теперь посмотрим навигационные настройки, качества экрана, настройка разрешения, как мы видим, да, это то, что у нас настройка самого экрана. В дисплей мы можем с вами включить курсор, можем изменить лончер, можем менять мили на километры и температуры Цельсий на Фаренгейты. Также у нас есть разделение экрана. Ой, слушайте, прикольно прям вообще. То есть мы можем разделять экран, у нас есть разделение. А еще хочется посмотреть на его аппаратную составляющую. Система Qualcomm Bengal ARM4. Здесь 4 на 64 у нас. Bluetooth 5.1. С этим все хорошо.
Процессор у нас Qualcomm Snapdragon 662 SM6115, 4 ядра Creo 260, LP 1800 МГц и 4 ядра Qualcomm Creo 260 HP 2016 МГц, 11-нанометровый 64-битный. Ну, дисплей у нас будет отображать вот этот вот экран, но здесь Adreno 610 даже поиграть во что-то можно на самом-то деле. Ну, по сети мы сейчас подключены по Wi-Fi, он поддерживает и 5 ГГц, и 2,4 ГГц. С этим хорошо все. И Android у нас 13-й, Tiramisu. Ну и по кодекам есть основные мультимедийные кодеки для просмотра контента какого-то, AVC 265, VP9.2. Кстати, прикольно, красиво показывает вот эту вот температурку, да, у нас здесь есть быстрое управление и, конечно же, карты. То есть это вот вообще прикольно, то есть вы можете задавать все, что вам угодно. Теперь у нас есть, ну, кроме карт, телефона, давайте мы, в принципе, из Bluetooth фона все-таки позвоним. Давайте выбираем и позвоним моей маме, проверим. Так, у нас есть звук в колонках. Громкость регулируется хорошо. Алло. Да, слышу. О, ты меня слышишь, отлично. Как ты меня слышишь сейчас? Ну так, вот знаешь, как немножко приглушенно. Ага. Ну, в принципе, все работает, да? Да, но вот сейчас нормально. Нормально, да? Отлично. Угу. Все, хорошо, мам, спасибо. Угу. Да, давай, счастливо. Ну, как мы слышим, у нас отлично все, связь работает, то есть тут вопросов никаких. На что еще хочется обратить внимание, это то, что вы можете, в принципе, здесь еще и работать в браузере, да, то есть у нас здесь может быть полноценный интернет. И вот здесь мы сможем с вами, например, в Facebook заходить, как мы видим, да, там можем авторизоваться, можем зайти на тот же самый там Amazon, да, на все что угодно. То есть это полноценный браузер, где будет все отлично работать. Также у нас здесь есть и с мультимедиа, если мы зайдем, да, в меню, все очень быстро, хорошо работает. У нас здесь есть Spotify, TuneRadio, у нас есть... что, ну, можем просто видео воспроизводить, можем управлять LED-лампочкой вот этой вот, то есть мы можем с вами выбрать какой-нибудь, видите, какой-нибудь цвет, то есть вообще отлично работает. С этим хорошо есть ночной режим, дневной и автоматический. Хочется отметить наличие Netflix. То есть мы можем здесь просматривать видео, в принципе, мы можем их и закачивать. Это черный Netflix, скажем так, не 4К Netflix, но показывает все очень-очень достойно и очень хорошо. Смотрите. Господи. Пожалуйста, без каких-либо проблем, да, как видим. Очень удобно то, что есть поддержка и карточек, очень удобно, что есть поддержка, допустим, Wi-Fi, при том, что если вы вставите сюда microSD карточку, то вы можете использовать различные, там, у вас есть просмотр галереи, у вас есть, допустим, тот же самый там MX Player для просмотра того, что есть на самой карточке, то есть какой-то контент вы можете брать с собой. По голосовому поиску у нас здесь есть AI-чат, да, то есть если у нас здесь есть чат GPT, скажем так, такой себе аналог, вот он, Drive-чат, и в принципе он интегрирован с вот этой вот кнопкой голосового поиска, обыкновенный GPT, но общается, зараза, только лишь на английском языке, и пока, не знаю, возможно, добавят. Ладно, этого достаточно. То есть у нас есть с вами, в принципе, чат GPT. То есть у нас есть набор команд, которые, в принципе, он поддерживается. Видите, это LED-контрол, интерактивный скрин-контрол, и есть онлайн-навигация. Можете говорить команду, там, например, навигация в определенную точку, онлайн-музыка, там включить какую-то песню, либо мобильное соединение, локальный музыкальный контроль, и есть различные, видите, амбиент-цвет, амбиент-подсветка управления. Плюс у нас есть системные функции. Можете давать ему команду открыть какое-то приложение. То есть данная штука оснащена различными функциями просто вот какого-то базового искусственного интеллекта. По поводу навигации. Навигация отлично отрабатывает. То есть если мы сейчас с вами нажмем, попробуем, давайте найдем наше местоположение.
И он точно нашел. Я сейчас в командировке в Германии, то есть мы можем здесь, в принципе, там куда-нибудь в Ашафенбург, наверное, поехать. И если мы включим вот таким вот образом, у нас будет вот такая вот привычная навигация. При том, что навигацию вы ж можете использовать не только здесь, а вы можете ее использовать еще и при использовании беспроводного Android Auto либо CarPlay. Вот, в принципе, который мы включаем, вы можете здесь делать свою также навигацию и тоже использовать именно возможности самого телефона. Я, кстати, так и предпочитаю работать с беспроводным Android Auto и беспроводным CarPlay. Это действительно намного интереснее. То есть вы в паре можете это использовать и обратно перейти, допустим, в тот же самый интерфейс вашего вот этого вот планшетного компьютера. Огромные возможности, действительно огромный набор программ. Вы можете ставить все, что угодно. И я, в принципе, готов пройти и прорезюмировать данный девайс. Ну, что я могу сказать? Вот этот вот девайс он очень мне понравился. Действительно, очень быстрый, на Qualcomm, на Snapdragon. Хорошо навигация. И в режиме Apple CarPlay, и в режиме Android Auto беспроводного, и в режиме обыкновенного планшетного компьютера. Он работает с мультифункциональным набором приложений. То есть можно работать со смартфоном, может работать как отдельный девайс с карточкой 4G, без карточки 4G от точки доступа. В него можно вставить TF-карту и разместить на нем какой-то контент дополнительный, либо что-то еще. То есть очень понравился. Я очень рекомендую. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.